Мои встречи с инопланетянами. И кто такие инопланетяне? И вдруг такой огромный летающий объект. Нормальные бы люди, наверное, побежали, а мы к нему рванулись. Утром ко мне прибегает мой сын и приносит такие интересные записи. И я понимаю, что я сейчас разговариваю с инопланетным разумом. Мои встречи с инопланетянами. И кто такие инопланетяне? Вы знаете, само ощущение жизни на этой планете, и потом, когда ты смотришь на другие планеты, надо себе позволить понять, что там есть разум, но что эти существа разумные, они не такие, как мы. А нам сначала очень сложно с этим согласиться. И вот я прихожу в гости к очень интересному человеку, парапсихологу, который написал книгу «Философский камень». У нас с ним очень приятные отношения, потому что мы погружаемся в энергетику, мы погружаемся в прошлое. Я ему что-то показываю, рассказываю. Он делает свой такой звездолет из знаков зодиака, где мужчины и женщины расставляют, где голова к голове по знакам зодиака, где ноги к ногам. И я к нему захожу в 8 часов вечера, и вдруг вижу, что у него сидит мальчик. И этот мальчик ему что-то говорит. Рядом с мальчиком сидит мама, мальчику было лет 10. Я говорю, а что делает мальчик? Он говорит, ну как что, с инопланетянами общается. Я говорю, и что? А я, говорю, записываю то, что он мне говорит. То есть общение идет через него. Общаюсь не я, но идет через него. Я говорю, а как это? Он говорит, да, очень просто. Вот, чтобы позвонить куда-нибудь, ты же набираешь 08, ну вот и звонишь. А сейчас, здесь, говорит, ровно так же. Набери и звони сколько хочешь. Говорю, так, думаю, ой, какой интересный человек-то мне попался. Все, мальчик уходит, мама уходит, мы с ним вдвоем остаемся. Он говорит, ну что, тоже хочешь, что ли, поговорить? Ну, ты ведь гораздо круче. Тебе вот совсем лично-то не надо разговаривать. Всегда найдется очень много тех, кто будет телефонами, которые будут с планетянами разговаривать вместо тебя. Ну, хорошо. Дальше, значит, я приезжаю домой. Начинается полнолуние. В этот момент я отлежала в капсуле. Знаете, делали такие капсулы, мы их разрабатывали в свое время, где откачивали воздух и создавали ощущение горы, чтобы кислорода было как можно меньше. И в этих капсулах мы все замеряли. Это был один из видов моей деятельности, что надо было создать такую капсулу, чтобы любой человек, войдя в нее, очень быстро реставрировался и приходил в себя. Там нужно было ему, конкретному человеку, я разрабатываю программы, то есть этому человеку подключить, какую музыку, какую цветность дать, какое количество кислорода оставить, чтобы вот он зашел в эту капсулу и минут через 15 свеженький, бодренький продолжил свою работу. И после этой капсулы, после этого полнолуния, с этим человеком, которым мы сейчас все эксперименты провели, мы идем, и вдруг такой огромный летающий объект. 5 лучей из него выходят. И такое притяжение пошло, и мы пошли к этому объекту, мы не могли просто устоять. И нет, чтобы бежать от него, да, нормальные бы люди, наверное, побежали, а мы к нему рванулись. Тут, значит, он исчезает, минут через 10 мне звонит подруга, которая находилась на расстоянии 300 километров от меня. Она говорит, а ты видела? Я говорю, видела. Она говорит, я видела. Я думаю, ничего, скорость перемещения, что это такое было? И все. Я уснула, утром ко мне прибегает мой сын. Он учился вместе с мальчиком, и вдруг этот мальчик, его вот то, что летело, разбудило. Он жил в соседнем доме, и он начал рисовать различные объекты. Он говорит, я ничего не понимаю, я пишу вот эти символы, я знаю, что это я пишу для твоей мамы, иди передай твоей маме, она должна их расшифровать, так мне сказали. Все. И приносит такие интересные записи. Я-то понимаю, потому что там различные обозначения, астрономические обозначения, различные квазиперемещения, там квазижидкость, квазигаз, там каким способом из одного пространства перейти в другое пространство. Там о разных порталах рассказано. Я вызываю этого мальчика, говорю, стоп, давай-ка вместе.
Вот я задаю вопросы, а ты мне даешь ответы. И он с удовольствием на все мои вопросы, я получаю все свои замечательные ответы. И я понимаю, что я сейчас разговариваю с инопланетным разумом, что здесь вот на территории этой планеты этого нет. Нет этих знаний. И они, конечно, говорят очень интересно. Вы находитесь на первом уровне развития, мы на третьем, мы вам можем очень много передать. Я говорю, хорошо, передатчики, а не можете вы сюда прилететь, навести порядок, если уж мы такие вот вообще ничего не можем, там у нас такая военщина кругом, там про какие-то «Звездные войны» чего-то снимаем, хотя мы же знаем, что «Звездных войн» нет и не бывает. Ну, вот такие вот мы фантасты, такие вот. В общем, сделайте что-нибудь. Они говорят, ну, вот вы и будете делать. Мы сейчас вам это все передадим, а дальше вы будете делать.